Это факт, что люди, которые имеют более расширенное сознание, они более успешны, они более богаты. Самое сильное изменение у каждого человека происходит тогда, когда он получает новую информацию. Вот понаблюдайте, куда вас толкает жизнь, что вам хочется, но это тяжело для вас. Вот это и есть ваш ориентир. Нужно научиться считывать подсказки мира. И я могу утверждать, что по дате рождения можно понять все. А теперь обещанное мною бесплатное предложение. Почти каждый человек в какой-то момент своей жизни задавался вопросом о своем предназначении, стремясь понять, зачем он здесь, зачем он родился. Это размышление имеет довольно глубокий смысл, и я хочу сразу же предложить ответ. Если отвечать глобально, то миссия каждого человека – это стать сверхсознанием, стать уровнем сознания Бога. Знаете вообще, чем сознание Бога отличается от людского? Людское сознание, оно статично, сознание Бога динамично. Бог видит мир в целом, человек видит лишь маленькую его часть, осознает лишь маленькую его часть. Вы могли слышать такое, что Бог максимально высокочастотен. Почему так говорят? Потому что Бог обрабатывает в одну единицу времени информации максимальное количество. Он в одну секунду осознает мир в целом. Человек намного ниже по частоте, ибо осознает лишь какую-то маленькую часть мира. Все мы живем в своей ячеечке, в своей коробочке и видим лишь ее, осознаем лишь ее. И когда говорят повышать свои вибрации, повышать свои частоты, это осознавать в одну единицу времени большее количество информации, расширять свое сознание, чтобы видеть все более глобально. Кстати, есть такой, это факт, что люди, которые имеют более расширенное сознание, они более успешны, они более богаты, потому что у них меньше ограничений. И от этого, от того, что они мыслят более глобально, они спокойнее, высокочастотнее. Нужно понять, что вся эволюция человека вообще происходит информационно. То есть мы получаем новую информацию и эволюционируем. Самое сильное изменение у каждого человека происходит тогда, когда он получает новую информацию. Так что главное предназначение каждого – это развитие своего сознания. Наш мир – матрица. Почему матрица? Потому что в нем нет пустот, и на каждую сферу приходится свод правил. Все прописано, все запрограммировано. Наш мир – это огромный код, огромная программа, которая вмещает в себе огромное количество маленьких кодов. Код – это информация. И вот Бог вмещает этот огромный код в своем сознании. Человек лишь собирает, перевоплощаясь эти коды для того, чтобы тоже собрать этот огромный код тоже в своем сознании. Можно привести пример с пазлом. Это как пазл. Бог располагает уже собранной картиной, а человек исследует по каждому пазлику, перевоплощаясь. А теперь, кто хочет убедиться в работе цифровой матрицы, досмотрите это видео до конца, и там будет очень интересное бесплатное предложение от меня. Вот подумайте, у вас было такое, что определенные вещи, определенную информацию вы знали всю жизнь. Вот, например, некоторые дети уже с самого детства, с самого рождения, они понимают, как вести себя с противоположным полом, как ему нравится. Они осознают все эти тонкости в общении. Те тонкости, которые люди уже даже преклонного возраста до сих пор не осознали. Это значит, что эта информация, этот код уже присвоен этой душой в каком-то воплощении. Это значит, что человек, душа в каком-то прошлом воплощении уже осознала эту информацию, словила по поводу этого инсайт и записала в себе в ячеечку души и теперь успешно ею пользуется. Инсайт – это осознанная информация, собранная модель, присвоенная вами. Миссия каждого человека – стать высокочастотным, осознавать мир одновременно, вмещать в себе все знания этого мира и иметь в своем арсенале все навыки и качества. К этому, в принципе, и идет человек, перевоплощаясь.
В Библии сказано, что Бог даровал царю Соломону мудрость. И потом мы видим, что тот овладел всеми существующими навыками, даже умел разговаривать с животными. И что это значит? Он знал все. Это и значит, сложил в себе все комбинации мира, собрал все коды в своем сознании. Так что главная задача каждого – получать и осваивать новую информацию и эволюционировать. И все же каждое воплощение именует нам свои уникальные задачи. На каждое воплощение нам дается уникальное предназначение. И его очень важно осознавать и понимать. Почему? Потому что если человек не выполняет свое предназначение, он живет как белка в колесе. У него вечно нету сил, нет удовольствия от жизни, он несчастлив, нету материализации, все туго. Если человек не выходит на свое предназначение, мир не дает ему блага, мир не замечает его. Этот человек становится, в принципе, неэффективным для системы, и снабжения его энергией, конечно же, не будет. И от этого такой человек будет несчастлив. Что же дает постижение своего предназначения? Все блага, которые нужны человеку: отношения, деньги, здоровье, счастье, удовольствие от жизни. Вы также, кстати, могли видеть, как дети с малого возраста хорошо поют, или имеют талант в математике, или в физике, или умеют играть на каких-то инструментах. Потому что душа, навык, качество уже наработала. Наши таланты и способности – это уже собранные качества с прошлых воплощений. И это уже ваши инструменты, с помощью которых вы можете, например, обеспечить себе комфортное проживание. Но не нужно на них циклиться. Ваша задача – это перевести недостатки в достоинство, сделать свои слабости своей силой. Вы просто не представляете, что вам даст за это жизнь. Когда вы будете работать над своими недостатками и переводить их в достоинство, у вас будет выделяться настолько много энергетики, которая потом в итоге будет реализовываться на материальном плане. В виде материальных благ, здоровья, отношениях, да и в принципе в общем уровне жизни. Вот понаблюдайте, куда вас толкает жизнь, что вам хочется, но это тяжело для вас. Вот это и есть ваш ориентир. Где у вас просадки, где вы слабы, вот там и работайте. И поверьте, награда будет огромной. Мир всегда заплатит за наработку новых качеств. Потому что, в принципе, вы тут для этого и есть. Предназначение не надо искать. Мир всегда в это толкнет носом. Ко мне часто приходят клиенты для того, чтобы найти свое предназначение. И когда я их просматриваю, я вижу просадки и прямым текстом ими говорю: вот ваше предназначение. Все проблемы, которые у вас есть, это задачи для предназначения. Непроработанные сферы входят в предназначение. Мир всегда ведет. Мир всегда создаст условия для того, чтобы вы проходили свое предназначение. Вам просто нужно научиться его слышать и слушать. Нужно научиться считывать подсказки мира. Все время нам нужно задавать вопрос «Зачем?». Не почему со мной это происходит, а зачем. Не почему я родился в такой семье, а зачем я родился в такой семье. Зачем это мне нужно? Зачем это нужно моей душе? Зачем со мной так поступили? Во-первых, это выведет вас из состояния жертвы. Ведь когда человек находится в состоянии жертвы, он как бы обижен, он убегает от мира, прячется от мира. И для него мир становится чудовищем, которое гонится за ним и истязает. Так вы можете понять, какие уроки преподносит вам мир, что он хочет от вас. Может, он хочет, чтобы вы стали смелее. Может, он хочет, чтобы вы наработали качество ответственности, стали спокойнее. В любом случае, он хочет от вас новых качеств, чтобы вы приобретали новые качества. Проанализируйте свою жизнь. Первые ваши задачи, ваше предназначение вам продемонстрировала ваша семья, в которой вы выросли. Вспомните, каким было ваше детство, как к вам относились родители, в какой семье вы родились,
Какие качества вам приходилось развивать, чтобы справляться с семейными обстоятельствами? Какие уроки вам преподнесли ваши родители? Вот есть такие случаи, если к вам было жестокое отношение, то подумайте, какие качества вы развили вследствие этого. Чему вы научились, что поняли. Потом вспомните и проанализируйте реакцию социума на вас, отношения одноклассников, друзей, противоположного пола. Как к вам относились, как на вас реагировали. И потом задайте вопрос себе, а зачем? Я думаю, вы сможете многое понять. Вообще нет других людей, нет других событий. Есть только вы и мир, больше никого. Только вы и Бог. Земля – это школа жизни, и нас здесь воспитывает автоматическая система. Она считывает вас изнутри. От нее ничего не скрыть. Если у вас, например, проблемы с самооценкой, то она создаст вам условия, что вам это продемонстрирует. Вами будут пренебрегать, чтобы вы все больше и больше чувствовали это, свою низкую самооценку. Это будет до тех пор, пока вы не решите поменять это и не поймете, что вы тоже довольно ценный фрукт, и с вами так нельзя. Если вы обидчивы, вас будут обижать, если горделивы, будут задевать, ну и тому подобное. Обратите внимание на свои недостатки. Проанализируйте свои сферы жизни. Я уверена, что у каждого есть над чем работать. Работа над собой и улучшение своих сфер жизни, прокачка – это и есть ваше предназначение. Это и есть путь каждого. Когда ко мне приходят люди, то я люблю пользоваться вообще системами самопознания. Я много посвятила времени их изучению, более 7 лет, и я могу утверждать, что по дате рождения можно понять все, можно узнать все. Куда, зачем и почему нужно двигаться человеку, и что ему нужно, и что сделает его счастливым. Я лично люблю нумерологию. Это каббалистическая система. Цифровые коды показывают все наши главные задачи. То, что требуется от человека и что ему делать или не делать, чтобы идти по пути своего предназначения и иметь финансовое благополучие, любовь, реализацию и, в принципе, быть счастливым и получать удовольствие от жизни. Эти системы были созданы древними цивилизациями, чтобы направить человека, чтобы человек не метался в поисках, как слепой котенок, чтобы вот он был максимально эффективен. Он родился, и он сразу знает, что ему делать. Он сразу идет по правильному пути. Вообще, с помощью нумерологии можно понять многое. Например, какие качества вы должны развивать до определенного возраста. Там до 25 лет какие качества, до 33, до 40. Ко мне, когда приходили клиенты, и мы с ними разбирали их коды, то все потом, зачастую мне говорят потом: боже, я же всегда знал, что мне это нужно делать. Потому что наша душа всегда знает свою программу и для чего она здесь существует. Просто мы убегаем от этого. Поэтому, чтобы получить более четкий ответ, можно использовать методы самопознания. Благодаря им вы точно будете понимать, куда, как и зачем вам двигаться. А теперь обещанное мною бесплатное предложение. Чтобы убедиться в работе цифровой матрицы нашего мира, переходите в мой телеграм-канал и пишите свою дату рождения. Я напишу каждому факт из его жизни. На сегодня все. Помните, работа над собой всегда оплачивается десятикратно. Давайте становиться осознаннее вместе. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях темы, которые вам интересны. Всех была рада видеть. До новых встреч!